Вас приветствую на своем канале «Шьем тапочки». У меня на канале есть несколько вариантов тапочек. Просто я тогда начала шить несколько штук, и у меня это осталось. Поэтому я решила сделать еще одно видео и дошить. Что мы делаем? Ставим ногу, ее обводим и по выкройке прибавляем по 1 сантиметру. Это будет наша стелька. Не обязательно чертить правильные контуры ступни. Вы просто сделали, чтобы у вас было видно, где лево, где право. При раскрое вы можете увеличить на сантиметр-полтора пятку. По поводу верха. Можно взять тапочек и сделать выкройку, замерив здесь высоту и закругление. Или поставить ногу и положить газету и обвести. Для меня верх тапочек этот слишком большой, поэтому я выкроила чуть-чуть поменьше. Как я делала? Нам нужна обратная сторона, желательно обыкновенную ткань брать, не подкладочную. Внутри у меня синтепон 1 слой и верхнюю часть. И также стельку. Я использовала синтепон. Здесь у меня сукно. Можно использовать любой жесткий материал. Драп, ватин. Поролон можно использовать и изолон, но в изолоне ноги ваши дышать не будут. Если все-таки вы используете изолон, подложку под ламинат, то выкраивайте, не доходя 1 сантиметра до края. Вы не сможете прошить. Если все-таки прошьете, строчка у вас будет некрасивая. И вам лучше, если вы будете выкраивать вровень, вот здесь по кругу пройдитесь утюгом. Изолон ваш примнется и будет тонкий. 37 размер, и поэтому длина стельки 25, по широкому 11, верхняя часть ширину сделала 20, длина, высота 14,5. Но в оригинале, как я сказала, она немножко больше. Верхняя часть у нас просто закругленная. Здесь нет ни лево, ни право. Что мы берем? Нам понадобится 2 ткани, ненужные ткани, нижняя часть, утеплитель и верхняя часть. Выкраиваем. И теперь я вот покажу на наглядном примере. Мы складываем изнанка, лицо, сверху кладем утеплитель, прошиваем. И потом мы выворачиваем, и у нас получается внутренний шов, он внутри будет. Если вы обрабатываете косой бейкой, то верхний край можно не обрабатывать. Когда соединила верх, я пустила отстрочку. И у меня есть вот такие кружева. Я их сюда сейчас пришью. Пришила отделку. Теперь мы должны выровнять обязательно все детали, чтобы они были у нас все одинаковые. Стельки, все. Видите, здесь у нас излишки. Эти излишки желательно отрезать. И теперь, смотрите, складываем верхнюю часть пополам. Она у нас одинаковая. Здесь делаем пометку. Центр. Заколола булавочкой. Стелька. Мы также складываем ее пополам, но мы ориентируемся по пятке. Пятка у нас идет ровно, а здесь у нас расхождение. И сюда мы также делаем пометку. И теперь наши пометки соединяем вместе и наметываем или закалываем булавками. Если у вас здесь большая окружность, вы можете, и если у вас очень такой широкий подъем, большой, можно немножечко присборить, на машинке пустить крупную строчку и ниточкой немножечко стянуть. Она стянется, и вот таких складок, заломов не будет. Она ляжет хорошо. Соединяем стельку и верхнюю часть всегда с середины. Наметываете вы или закалываете. Все, здесь у вас начало. И вы идете в одно направление и в другое. Вы соединили детали вместе. Обратите внимание, чтобы у вас здесь тоже было все ровно. Советую вам, когда вы шьете тапочки, обязательно даже на верхнюю часть использовать какой-нибудь плотный материал, какую-нибудь прослойку. Если вы будете использовать 2 тоненьких ткани, допустим, в 1 слой джинсовую ткань, поверьте, они быстрее протрутся, пальцы у вас повыскакивают намного раньше, чем у вас оторвется подошва. Теперь мы
прокладываем строчку, одну или две, но где-нибудь 0,5-0,7 миллиметров от края. Мысля приходит напосля. Решила сделать заднюю часть. Вы берете высоту где-нибудь 6-7 сантиметров. Смотрите сами по пятке. Это делается просто. Или при раскрое вы вшиваете эту полосу вот в этот шов. Или можно взяли высоту и потом свести на нет. Она у вас где-нибудь вот так и закончится. Но не нашла я ткани. Если вы тапочки делаете с задником, то обязательно на пятке чем-нибудь уплотнить. Вставьте или картонку, что-нибудь такое жесткое, потому что, когда будете одевать тапок, у вас верхушка, вот эта задняя часть, будет постоянно деформироваться. И когда вы шьете тапочки, желательно на пятку пришивать кусочек кожи. Вот в этом месте обязательно делаем хорошую закрепку. И теперь мы обрабатываем по кругу. Косой бейкой, допустим. Косая бейка выкраивается под углом 45 градусов. Желательно сантиметра 4-5 берите из ткани. Если вы возьмете просто прямую полоску, то вот на этих закруглениях она может быть сборить. Если она под 45 градусов, вы, когда надо, можете подтянуть ее и присборить. Вот готовая косая бейка, магазинная. Она бывает разной ширины. Если вы будете специально покупать под тапочки, именно такую, берите, чем шире, тем лучше. Это у меня 1,5 сантиметра в чистом виде, без этих подворотов. Если вы будете такую пришивать, то вам ее не хватит. У вас будут виднеться швы, потому что у нас здесь очень толстый край. Я купила специально вот такую ленту, не знаю, как она называется. Она довольно-таки такая плотная. И она у меня 2,5 сантиметра. И вот ее как раз мне хватает. Вот так вот сделать подворот. И я ее буду сначала наметываю, потом пришиваю. Мне сюда на отделку подходит 2 цвета. Я выберу желтенький. Если вы сами выкраиваете косую бейку, вы можете... Вот эту ленту я буду пришивать... Сразу подворачиваю, и 2 слоя я буду захватывать. Если вы пришиваете свою косую бейку, то с лица прокладываете строчку, подворачиваете на внутреннюю сторону. И не обязательно делать здесь дополнительную строчку, как отделочную. Ее можно просто на руках зафиксировать или приклеить. Смотрите сами. Все зависит от ширины ленты. Конечно, лучше ее прошить все вместе. Сначала одну сторону, а потом захватить нижнюю часть, здесь пустить как отделочную строчку, и она будет у вас уже точно хорошо держаться. Свою отделку наметываю по кругу, захватывая и обратную сторону, а здесь хвостик. Если у вас такая лента, то желательно подпалить, но я вот так подворачиваю и пришиваю. Вот и все. Когда вы пришиваете отделку, те прежние закрепительные швы, что вы здесь прошивали, обязательно должны быть внутри, под бейкой. Отделку прошила, наметку убрала. Взяла коврик от фитнеса, для фитнеса. Я потихонечку его режу. Он довольно-таки плотный. И обвела просто нашу стельку. И вырезаю ножницами. Подошву вырезали, прикладываем. И смотрим. Вот эти излишки также отрезаем. Берем клей. Я использую момент в серединку и немножечко по краю. Сильно за контуром не заходите, потому что когда приложите тапочек, клей начнет вытекать. Нам надо чисто зафиксировать. Прикладываем верхнюю часть и желательно что-нибудь положить наверх, чтобы у нас все приклеилось. Теперь мы должны тапочки прошить. Берем хорошую прочную нитку. Это вощеная нитка. В одну нитку. Если обувная, вот такая шелковая, в 2 нитки. Если вы делаете узелок, то узелок вы должны скрыть где-нибудь там. Он не должен торчать. Виден. Я сделала 2 сложения. Здесь у меня образовалась петелька. Первый стежок с лица протянула вниз и вывела иголку наверх. У нас получилась такая петелька. Теперь я беру эту петельку, цепляю. Все, никаких узелочков нам не нужно делать. Стежок делайте
где-нибудь 0,7-1 сантиметр. Если у вас вот на такой подошве. Если вы будете делать часто, у вас нитка прорвет вашу подошву. Прошивая, мы с вами делаем круг. Идем в одном направлении, потом идем в другом направлении, заполняем вот эти пространства. Иголку я стараюсь выводить в шов, чтобы не было видно с лица стежков. Готовы мои тапочки. Хочу сказать, что такая подошва намного лучше, чем у вас из ткани. И вот, единственное здесь моя ошибка и большой минус, что я стык отделки сделала наверху. Всегда я делаю во внутренней части вот здесь. И не видно, и красиво смотрится. Здесь, конечно, это моя грубая ошибка. Когда я пришиваю подошву к тапочкам, я в основном пользуюсь двумя иголками. У меня есть в плейлисте тапочки, где я там показываю, как шить двумя иголками. Здесь я шила одной. Советую вам свою обувь сажать на жесткую подошву. Если у вас 2-3 слоя просто ткани и кожзам, вам ходить будет неудобно.